Друзья, всем привет! Привет! Эту серию мы начинаем вместе с Адель, потому что, смотрите, у нее все прокачано, и, возможно, уже сегодня, максимум завтра, она у меня вернется с работы с повышением. И это будет вершина карьеры. Вот она сейчас в 10 часов отправится на работу, и нам останется только ждать. Поэтому я надеюсь, что сегодня у нас будет важное событие. Сайон у нас тоже идет сегодня на работу. Она, как и Адель, на 9 уровне, но у нее, видите, у нее всего 3 рабочих дня на этой неделе. Я буду им ставить упорно работать и в надежде, что у меня эти 2 девчонки закроют карьеры. А сегодня будет такая болтологическая серия. Я буду очень много рассказывать, много болтать, потому что я хочу немножко изменить стиль жизни моей семейки. И пока мои ловят рыбу, у меня, потому что сегодня единственный день в неделе, когда мы можем рыбачить. Поэтому у меня вот все, кто можно сегодня на рыбалке, а я пока вам все расскажу. Так вот, в прошлой серии у меня у Авроры выпало соперничество. Я очень сильно расстроилась, я все уже перечитала про это соперничество, вы мне написали много подсказок. И что получается? Наш соперник, он бомж, то есть он ни в каком городе не живет, он без места жительства. Поэтому что я решила? Я решила, что сегодня они у меня рыбачат, потому что нам нужна рыба. Так как мы поставили испытание «Простая жизнь», нам теперь нужно больше рыбы. А в остальные дни, в свое свободное время, Аврора будет ездить по городу и искать вот этого соперника, чтобы с ним подружиться. Мы с ним должны именно дружить, потому что по генератору у нас выпало число 2, а это означает, что мы можем с ним именно дружить, не можем выбирать вариант поссориться. Но сейчас я вам скажу очень важную новость. Оказывается, я это случайно обнаружила. В мае этого года внесли изменения в правила, и теперь не нужно прокачивать навык обаяния на максимум, чтобы вот начинать дружить на работе. Поэтому я когда это увидела, я была в шоке. Я такая: да ладно, правда? Это для меня большое счастье, потому что все выходные я с Авророй качала обаяние, и мы продвинулись всего на 1,5 уровня. То есть до 10 мы бы еще долго с ней качали. Сейчас вот мы на 7, получается, уровне. И как мы обсудили с вами в комментариях, многие мне посоветовали один очень интересный вариант с соперником, которым я воспользуюсь, если на этой неделе у нас вот ничего не изменится. То есть от моих действий, от дружбы на работе, от его поиска. Если со шкалой дружбы ничего не произойдет, то я воспользуюсь вашим советом. Поэтому вот такие у меня новости про Аврору и про ее соперничество. Теперь это кажется не таким страшным, как мне казалось в прошлой серии. А мы переходим дальше. А дальше у меня вот тут все рядышком, потому что, как я вам и сказала, у нас сегодня единственный облачный день за всю неделю, поэтому у меня все на рыбалке. А прежде чем я буду рассказывать про остальных, давайте посмотрим календарь. И вот как раз здесь видно, что ни ветреной, ни облачной погоды у нас на этой неделе больше нет, поэтому мои все ловят рыбы. Я даже сегодня Иджуна оставила дома, чтобы у нас прибавилась рыбка в запасах. А у Феликса с понедельника на вторник будет день рождения, и он у нас станет пенсионером. Это первое событие, которое у нас будет на этой неделе. Дальше, со вторника на среду у нас взрослеет как раз Аврора. А с четверга на пятницу у нас взрослеет Иджун, он станет подростком, и Даррен станет молодым. Соответственно, мы ему пойдем искать работу. Наш парень уже станет взрослым.
И что я еще хотела объяснить, в связи с тем, вот что у нас у Авроры соперничество, я как-то пересмотрела отношение моих персонажей к жизни. То есть, например, у Феликса, у него прокачан навык и здорового образа жизни, и фитнеса. То есть он спокойно может работать на пенсии. Я так и планировала сделать, чтобы он приносил нам доход, кушал там на работе. Но вот после случившегося с Авророй я поняла, что я постоянно с моими персонажами, знаете, гонюсь за карьерой, мы торопимся, прокачиваем навыки, а как таковой жизни у них нет. Но сейчас у нас нет необходимости в деньгах, у нас достаточно рыбы, поэтому я решила, что Феликс у меня уволится с работы, он у меня уволится, и он будет обучать Даррена. Даррен же у нас наследник, и вот Феликс за него всерьез возьмется. Потому что сейчас Даррен, он не учится, он гуляет с девчонками, он не прокачивает навыки, у него даже фитнес до сих пор не прокачан. Но даже если он его прокачает, то ему уже не хватит дней, чтобы получить аттестат. То есть наш наследник вырос таким немножко разгильдяем. И кроме этого у него еще и сразу 3 девочки в подружках. Поэтому папа за него серьезно возьмется. Феликс будет с ним проводить беседы, что ему нужно жениться, что его семья уже в 5-м поколении спасает этот город, и он не может нарушить эти правила. Поэтому мы с ним будем разговаривать, как-то стараться сделать его более серьезным. А еще мы будем его учить готовить. Сейчас же у нас на готовке Феликс. У меня так получилось как-то уже по традиции, да, что у меня мужчины готовят. Ну, наверное, потому что это рыба, да, это гриль, это открытый огонь. Поэтому у меня готовят мужчины. И вот этот вот свой навык Феликс будет передавать Даррену. То есть Феликс с Сайон посовещались и решили всерьез заняться Дарреном. И пока я вам тут рассказываю, давайте посмотрим. Все, друзья, все, у нас будет событие. Адель сегодня закроет карьеру ботаника. В 6 часов будем ее встречать. Сайон у нас вот пока все еще упорно трудится, но, наверное, можно поставить ей уже обычный режим. А львеночек у нас все. Он у нас вернется с выгоранием. Устал парень. Вот, и значит, что я говорила? У нас Даррен встает на готовку, а Сайон, так как Адель у нас закрывает сегодня карьеру, и она сегодня поедет к Леону. Поэтому садовником в нашей семье теперь станет Сайон. Как только появится жена, Сайон будет этот навык передавать новой девушке, да, новому поколению. Поэтому вот такие у меня будут изменения. У меня Феликс уйдет на пенсию. Сайон, когда закроет свою карьеру, тоже уходит с работы. Не на пенсию, а они увольняются с работы. И Феликс будет учить Даррена готовить, Сайон будет сама заниматься огородом и в будущем учить жену Даррена заниматься вот как раз садом-огородом. Вот как раз вернулись уже Сайон, и львеночек тоже вернулся. Я не знаю, хватит ли у меня в этой серии на него сил, чтобы как-то с ним позаниматься, потому что у нас будет очень много событий на этой неделе. И, кстати, я вам не сказала, что на выходных я съездила в гости вот к этой вот девочке, и видите, у них вернулась романтика. Эта девочка была первой любовью
любовью Леона. Он и когда ее встретил, у них сразу и дружеские отношения, и романтические, у них все появилось. Они очень хорошо общались, но потом они как-то разошлись, она больше к нам не приходила, и это все, да, немножко подзабылось, но вот они встретились, и у них опять вернулась любовь. У них осталась хорошая совместимость. Правда, она уже взрослая, но от первой любви, да, не скрыться. Первая любовь остается первой. Поэтому, если вот у меня будет на львеночка время, то мы, конечно, съездим к этой девочке еще раз в гости. Я не верю. Настал этот момент, и я не верю. Я до сих пор в это не верю. Смотрите, сейчас у нас будет закрыта 12-я карьера. Все! Вершина карьеры. А вы помните, что у нас было 65 карьер всего, но сейчас, после фей, появилось еще 2 карьеры. Получается, я закрыла 2 карьеры, бармена и ботаника, и мне прибавилось еще 2 карьеры. Получается, это какой-то бесконечный. Это будет бесконечный челлендж. И давайте, нужно встретить Адель, нужно ее обнять, поздравить, потому что это наша 12-я карьера ботаника. Мы ее закрыли со 2-го раза. У нас первый раз пробовал ее закрыть Рэй, но у него возник страх бесперспективной работы, поэтому нам пришлось с нее уволиться. И вот 2-й раз, со 2-й попытки Адель закрыла нам эту карьеру. А это ее муж, кстати, мимо пошел ее муж. И так как Адель закрыла нам эту карьеру, сейчас ее все поздравят. Давайте, целуйте ее, обнимайте. Блин, это хорошая, кстати, это очень хорошая карьера. И вот муж уже пробегал, да, он уже звал Адель домой, поэтому я предлагаю ей сегодня сразу же к нему поехать, потому что хоть у нее и есть запас по времени, но чем раньше она к нему поедет, да, тем у них будет больше возможностей завести детишек, поэтому чего тянуть, давайте сразу же поедем. Но для начала я заберу у нее все, что у нее есть в багаже, потому что нам это пригодится. Ей картину дали за повышение. Смотрите, обстановка, настраивающая на внимательность, уровень 9. То есть это шикарный подарок на будущее, когда мы откроем возможность украшать дом и включать эмоциональную обстановку. Эта картина нам очень поможет, поэтому я заберу ее в свой багаж. Мои вот тут стоят, обсуждают, что же будет дальше. А по правилам я должна переселить Адель именно через управление семьями, чтобы, знаете, я сама не заходила в другую семью, так как я не могу играть за другую семью. Но я хочу нарушить это правило. Я запишу себе пенальти, но я сделаю ее переезд вот через действие выйти из семьи и переехать. Знаете для чего? Ну, я думаю, вы догадываетесь. Я хочу помочь им забеременеть естественным путем, потому что в противном случае мне придется либо очень долго ждать, да, смотреть, получится у них или нет, или делать им малыша через КАС. А я не хочу им делать через КАС, я хочу, чтобы они сделали это обычным естественным путем, чтобы она ходила беременяшкой. И вот наш Леон, именно к нему у нас переезжает Адель. Я уже в другой семье, вот именно этим действием я нарушила правила, и давайте сейчас я тогда быстренько все сделаю, и так, а у них, смотрите, у них двухэтажный дом, и я тогда вот эту комнату отдам для Конора, он будет жить на 1-м этаже, а мои ребята будут жить вот здесь, на 2-м этаже. Я сейчас сразу назначу им здесь кровати, чтобы у них ничего не путалось. И в будущем, если у них будет много детишек, да, то вот 2-ю комнату можно отдать будет детям. Если у них будет всего 1 ребенок, то 2-я комната получается пустая, и к ним еще кто-то может заехать. У нас
в нашем городе апокалипсис. У нас все дома — это как общежитие. То есть чем больше дом, тем больше семей в нем живет. И сейчас тогда они будут пробовать завести малыша. Мы оставляем Адель в этой семье. Надеюсь, у них все сложится с Леоном, что у них останутся такие же крепкие и дружеские отношения, и она будет нас не забывать и заходить к нам в гости. Я ее выложу на Бусти, поэтому если захотите взять ее к себе в сохранение, то я буду рада. Ну а мы возвращаемся в мою семейку. Я вернулась к своим, а мои уже все уснули, кроме вот Леона, он делает ежедневные задания, пишет книги, и Сайон, она у меня рисует картины. А завтра мы с вами празднуем день рождения Феликса и будем смотреть, что же нам открыла Адель, что нам открыла карьера ботаника. На этом я понедельник заканчиваю. А я сейчас на паузе, потому что я еще не успела перевести дух между понедельником и вторником, но вот у Феликса появился значок тортика, и он сейчас повзрослеет. Поэтому поздравляем Феликса с днем рождения. И мне сейчас очень грустно, потому что после Давидика Феликс у меня был вот вторым, к кому я очень сильно привязана. Не знаю, мне он кажется прям каким-то таким самым добрым, заботливым, милым, умным персонажем, и он у нас состарился. Получается, мы с ним эту неделю и следующую. Надо скорее женить Даррена, чтобы Феликс успел понянчиться с внуком. А на этом теперь точно заканчиваю понедельник. Нет, понедельник не закончился, потому что я забыла оплатить счета. Поэтому сейчас вот оплачиваю счета, списываю деньги, и вот теперь после этого уже точно понедельник закончится. Вторник начинаем с воплощения плана нашего в жизнь и приступаем к обучению Даррена кулинарии. У него сейчас этого навыка нет, и у нас нет денег, поэтому мы можем приготовить только шашлык из рыбы. Именно это и будет готовить Даррен, а Феликс будет его контролировать и показывать ему, как и что нужно делать. А сейчас, видимо, Феликс такой: «Даррен, не так, переворачивай, быстрее переворачивай рыбу, а то она сейчас сгорит». Все, приготовил первую рыбу у нас Даррен. Ты ее оставляю ее для других. Да, у нас вот так. Или ты забыл? Нет, он не забыл. Даррен же, насколько я помню, он даже не застал этого времени, когда мы ели одну рыбу на всех и делили ее по кусочку. Он этого не застал. Знаете, как сегодняшние дети не знают, что раньше не было сотовых телефонов, так и Даррен у меня не знал, что раньше не хватало еды и одну рыбу делили на всех. Так, а мне тут попался Марсель, поэтому что я хочу еще сказать про Марселя. Не забывайте, что у меня на канале сейчас идет голосование за челлендж, в который я буду играть параллельно Апокалипсису, и от вас может многое зависеть. Голосование продлится до субботы, до 11 часов вечера. А почему я это говорю с Марселем? Потому что, скорее всего, в этот челлендж у меня пойдет Марсель. И вы знаете, я думала вот перед этим моментом, да, что для меня важнее: показать, что нам открыла Адель, или поехать искать соперника. И я решила, что искать соперника важнее, потому что посмотреть, что нам открыла карьера ботаника, мы еще успеем, когда Аврора пойдет у меня на работу. А сейчас у нас не так много общественных мест в нашем городе, да, которые мы можем посетить, но я хочу везде побывать.
А чтобы понять, есть здесь наш соперник или нет, можно на него нажимать, и если появится опция «Навести камеру», значит он где-то рядом. Поэтому пока Аврора у меня катается и повышает навык фитнеса, он ей как раз нужен для работы, я буду здесь вот нажимать на этого шатдама и смотреть, проходит он мимо или нет. И вот так я проведу, наверное, где-то час. Если он за час не появится, то поеду на другой общественный участок. И я переместилась уже на второй участок. Это школа с библиотекой, которую нам открыла наша Элли. И она вот как раз рядом со спортзалом. Аврора побежала с кем-то общаться, а я продолжаю смотреть, нет ли где рядом нашего шатдама. И здесь тоже пробуду, наверное, где-то часик. Аврора у меня тут наслаждается видом, который я в прошлой серии для себя тоже открыла. И через полчаса ей уже идти на работу, а соперника все нет. Она у меня тут все пытается заказать еду в киоске, но нам этого пока нельзя, поэтому я ее сажаю обратно любоваться видом. Она такая: нет, я хочу поесть. А я ей: нельзя, садись, лучше вот смотри на море, океан. Я уже вернулась домой, потому что Аврора ушла на работу, и я, естественно, не могла оставаться одна в том районе. И я сейчас ей ставлю подружиться с соперником, потому что в прошлой серии у меня выпала цифра 2, а по правилам это значит, что я могу выбирать только опцию подружиться с соседом, с соперником. И, как я сказала в начале, в правила внесли изменения в карьеру менеджера, поэтому теперь я могу это делать без прокачки навыка обаяния на максимум. Поэтому вот Аврора у меня всю неделю будет ходить на работу, и я буду выбирать вот это вот действие «дружить с соперником». Ну, а мы сейчас с вами посмотрим, что же нам открыла Адель. И пока я тут переношу клумбы в мою новую тепличку, буду вам все по порядку рассказывать. Самое первое, это, наверное, самое главное, мы теперь можем выращивать растения сколько угодно и в любом количестве. Главное, это должны быть не цветы, потому что они нам запрещены флористам, и не деревья. Это запрещено нам экотехнологам. Все остальное мы можем выращивать. Единственное, как я поняла, я не могу покупать семена через комп, так как комп у нас сейчас может быть использован только для выполнения карьерных заданий. И не могу через телефон тоже покупать семена, потому что у нас как таковая связь не работает, а через телефон мы можем только устроиться на работу и уволиться с нее. Поэтому мы будем сажать только то, что нам подарили, или то, что мои клиптоманы принесли. Хорошая черта характера клиптоман приносит пользу семье. Мы все это прятали в сундук, поэтому настало время достать запасы из сундука. Так, что у нас тут есть? Виноград мы посадим обязательно. Морковку мы тоже посадим. Так, банан. Банан я не помню, но, по-моему, банан это дерево большое, нам нельзя. Лук у нас растет. Так, ежевику, конечно же, посадим. Цветы нам нельзя. Травы. Ну, травы можно открыть, посмотреть, что нам дадут. Яблоко нельзя, груша это тоже дерево, тоже нельзя. Цветы нельзя. Черешня дерево, лимон дерево. Клубничка. Клубничку обязательно посадим. Так, овощи для новичков берем, Сайон, попробуем. Так, а у нас нет денег все еще, да? Даррен, а ты можешь починить вот здесь? Попробуй, пожалуйста, может, у тебя получится? Так, еще что-то. Перед большой игрой с важным соперником Аврора замечает копию книги со стратегиями команды противника. Будет ли она смотреть? Нет, мы не будем. Вдруг это подстава? Тра-та-та решает поступить правильно, не трогает книгу. Ну да, мало ли, вдруг там это специально подложили. О,
Леона повысили. Неожиданно. Я как-то не ожидала. Он у нас идет по ветке журналиста и открывает нам душ и ванну. Они, правда, будут самого плохого качества, но они хотя бы будут. Так, а я продолжаю рыться в сундуке. Так, питая. Забираем. Фрукты. Фрукты — это все деревья, не берем. Летние растения посмотрим, что там будет. Фермерские цветы. Так, шалфей. Давайте один, может быть, посадим. Картошку берем. Все, больше у нас ничего нет. Я тут шла к Леону, чтобы вам его показать, и встретила нашу Лейлу. Поэтому сейчас, как только Даррен починит раковину, мы пойдем с ней общаться. Я знаете, как решила? Я решила... Так, ты остановишься, Лейла? Остановись. Остановись, пожалуйста. Я расскажу как раз про Даррена. Видите? Я думаю, где Даррен? А тут папа за ним присматривает, и он его не отпустил к девочке. Феликс такой: так, Даррен, чини, я слежу за тобой. Так вот, я решила, что как только у меня Даррен подрастет, я с каждой из этих девочек схожу на свидание. И вот с кем у нас лучше всех пройдет свидание, с кем он будет больше счастлив, на той папа его заставит жениться. Ну или я его заставлю жениться. А Леон, пока я там болтала про Даррена, он у меня вот уже идет спать. Он у нас устал, заработал шестой уровень в карьере журналиста, и теперь ему нужно писать статьи. Я помню, как это было с Айденом. Это нужно было у 4 персонажей брать интервью и только потом писать эту статью. И это было очень долго по времени. Поэтому если на Леона останется время, то мы будем делать ежедневные задания. Посмотрим по загруженности. А сейчас Леон у нас идет спать, а мы возвращаемся к Сайон. Я тут выложила все, что было интересного у нас в сундучке. Мы сейчас с Сайон все это посадим, и от этих растений, когда они вырастут, у нас в городе изменится экослед. Он постепенно будет промышленный экослед снижаться, и в какой-то момент мы выйдем на нейтральный экослед. Раньше по правилам мы должны были, как только у нас экослед меняется на нейтральный, сразу же его кодом менять обратно на промышленный. Я это делала. А теперь, после закрытия ботаника, мы не будем возвращать промышленный экослед и начнем жить в чистом городе. А когда экослед станет нейтральным, то мои персонажи больше не будут кашлять, и у них не будет плохого мудлета от грязного воздуха. Вот такое важное открытие сделала Адель. Она нам очистила воздух в городе от загрязнений, от вот этой вот пыли какой-то радиационной, и у нас будет скоро очень-очень красиво. Что еще нам открыла Адель, карьера ботаника? Это то, что теперь мы можем покупать денежное дерево из магазина наград, но для меня это также нереалистично, как и зелья, поэтому я этим пользоваться не буду. Плюс нам теперь разрешено покупать ферму вошки-крошки и разводить насекомых, а также лягушек. Я, честно, не знаю, для чего нужна эта ферма. Вроде как она нужна для генератора, но у нас этого генератора нет. Поэтому, если эта ферма вошки-крошки нужна еще для чего-то интересного, то напишите мне, пожалуйста, я ее тогда куплю. Но сейчас я пока не вижу в ней необходимости. И смотрите, еще нам можно заниматься теперь соковарением и нектароварением. Эти действия были ограничены барменом, но Феликс у меня закрыл эту карьеру. Я подумала, так знаете, у нас же есть бар, поэтому я считаю, что моим хватит и коктейлей. А вот соковарение я хочу попробовать. И Сайон у нас будет варить сок.
Также карьера Адель открывает много других опций, но они пока закрыты другими карьерами, поэтому я не буду на них останавливаться, чтобы, знаете, не путаться ни вам, ни мне. Но если вы хотите изучить это поподробнее, то в шапке профиля у меня есть файл с названием, он называется «Карьеры», и там я подробно прописала все, что открывают нам уже закрытые карьеры и те, на которых мы сейчас работаем. Я надеюсь, что я как раз вот обновлю к выходу этой серии. А мы уже пробуем сделать наш первый напиточек. А у нас, пока я болтала, уже вернулась Аврора, и она вроде бы даже довольная. И смотрите, я проверяла, до того, как она пошла на работу, у нее вот с соперником шкала дружбы была где-то на минус 30, то есть в красной зоне минус 30. А сейчас это где-то меньше даже, чем 10, да, поэтому к следующей смене такими темпами она уже сможет дружить с соперником. На этом тогда буду заканчивать вторник. Вроде бы неплохо он у нас прошел. Уже, знаете, уже не так страшен соперник. И увидимся завтра. Утро среды, Даррен опять был на готовке сегодня, всех накормил, и у него эти копыта, я до сих пор к ним не привыкла. Я так понимаю, они пришли с волшебством природы. Но я не знаю, как вообще могли разработчики такое придумать. Для меня это, знаете, какой-то дикий стресс. Так, Аврора. Она уже, смотрите, она пошла взрослеть. Все, Авророчка, у нас повзрослела Авророчка. С днем рождения тебя. Феликс, давай поздравим Аврору с днем рождения. Марсель тут у меня голодный, а у нас всего одна рыбка. Даррен, что, придется тебе еще одну рыбку приготовить? А Аврора у меня тогда сейчас съест вот эту вот рыбку, и мы опять поедем с ней по общественным участкам искать Шаддама, искать нашего соперника. И вот мы с ней опять в общественном фитнес-зале, Аврора опять на катке, а я опять проверяю, нет ли рядом нашего Шаддама. Если он не придет через полчаса, то поедем опять к школе. У меня тут охота. У меня тут каждый день идет охота на соперника. Но прежде чем мы с Авророй переедем, я хочу сказать всем огромное спасибо. Всем, кто отправил ко мне своих персонажей. Я всех забрала и всех заселила в свой городок. Сейчас я вам покажу, куда я их заселила. Истории персонажей я тогда зачитывать не буду, потому что их очень много, но поверьте, что у каждого была очень интересная история, которая заставила, да, каждого вот человека выбрать именно наш город. И тем самым кто-то укрылся от проблем, кто-то избежал какого-то наказания, а кто-то действительно захотел улучшить здесь экологию и от чистого сердца, да, с чистой душой приехал сюда помогать. И первая партия новобранцев, это уже 4-я группа. Четвертый, да, я неправильно написала. Фор, да. Ну что, значит, это будут новобранцы для моего апокалипсиса. Простите меня за это. Так вот, в этот раз большинство из вас создало девчонок. Я так понимаю, что вы прониклись харизмой Даррена и отправили к нам в город ему еще невест. То есть у нас всего 3, это мало, поэтому невесты еще приехали к Даррену, еще невесты.
И к нам заехало целых 6 одиноких девочек. Им выделили отдельное общежитие, да, как я сказала, у нас дома это такие общежития. Там в двухэтажном доме 3 отдельных комнаты и общая кухня-гостиная. То есть получается в каждой комнате будет по 2 девчонки. И давайте я вам скажу, кто у нас заехал в этот дом. В него заехали Порция Деламар, Элиза и Лайла Вейрон, Риана Бартон, Вирджиния Стаут и Камила Бое. Вот, кто узнал своих персонажей, тот ставит лайк. У кого нет персонажей, те тоже ставят лайк. Кроме девчонок, у нас приехало еще 2 семьи. Первая семья – это Роше, Вероника и Виктор. Здесь мне понравилось, знаете, что Виктор у нас гинеколог-акушер, и он хочет развивать в нашем городе медицину. Поэтому, если кому-то из моих выпадет карьера доктора, то получится, что вот этот вот Виктор Роше будет основоположником медицины в нашем городе. Так, это была первая семья, а вторая семья – это семья Цанадзе. У них очень интересные имена. Я таких никогда не слышала. Надеюсь, я их правильно произнесу. Гэджи, Иоки и Аджай. Прикольные имена. Я люблю такие исключительные имена. Я даже недавно спрашивала чат, вот этот вот искусственный интеллект, чтобы он мне создал имена, которых нет в этом мире, но то, что он создал, мне не понравилось. А эти имена прикольные, мне понравились. Поэтому всем скажу еще раз всем спасибо за персонажей. Единственное, я у всех убрала косметику и аксессуары, потому что у нас пока это в апокалипсисе. Оставила шляпы и очки, у кого были. Будем считать, что это они привезли с собой из большого города. Вот, поэтому вот такие вот у нас изменения, да. Персонажи ваши заехали, а мы с Авророй едем дальше в библиотеку искать нашего соперника. Не нашли мы Шаддама, но зато нашли каток на межлодке. Я его здесь не ставила. Я вообще никогда не строила на межлодке. Я даже код вот этот вот ни разу не вводила. Но вот у меня почему-то в оазисе появился каток со льдом, причем на парковке. Хотя здесь все это должно растаять. Я даже не знаю, что мне про это думать, но это очень смешно. А Аврора сейчас уже пойдет у меня на работу. Я вернулась домой, у меня практически все на работе. Авроре я поставила подружиться с соперником. А тут вернулась Сайоночка, вернулась моя девочка с работы, и смотрим. Ну, практически 4, практически 4 у нее по производительности. Завтра у нее будет выходной, и в пятницу у нас есть шанс на повышение. Пока я тут отправляла Сайон собирать урожай, пришло уведомление, что к Дарану пришла Минни. Пойдемте ее встретим. Ты такой потрясающий человек. В знак благодарности за твою доброту и дружбу я хочу вручить тебе особый подарок. Хочешь узнать, что это? Ну, вы понимаете, да? Вы понимаете? Минни старается выйти на первый план, и у нее это может получиться. Вот такая у нас оказалась пробивная Минни. Уже под вечер у меня вернулась Аврора с работы. Я уже не смотрю ее продвижение по карьере, я теперь смотрю ее отношения с соперником. Так, и с Шаддамом мы перешли в дружескую стадию. Это очень хорошо. Завтра выходной, и впереди 3 рабочих дня. И если все так и будет продолжаться, то, надеюсь, мы завершим соперничество. На этом тогда я буду заканчивать среду. Пойду сейчас еще всех помою и буду укладывать спать. Начинается четверг, это будет первый спокойный, расслабленный день за эту неделю, потому что у всех выходной, кроме львеночка, он сейчас снимает как раз ступор, а все остальные на отдыхе.
И день мы начинаем с завтрака. Даррен сейчас всех пригласит за стол. Давай, похвались, скажи, что это твоя первая рыба на 8 персон. Пусть все придут и попробуют. А дальше? Дальше я уже буду смотреть, кому что нужно для работы. А когда у меня выспится Аврора, то поедем с ней на общественный участок. На сегодняшний день у меня планов особо нет. Я тоже, знаете, хочу немножко вместе с ними отдохнуть. У Сайон теперь ежедневный ритуал – это заниматься нашей тепличкой. У нас тут растет клубничка, морковка, грибочки. Единственный нюанс – беременным есть клубнику и морковку нельзя, так как это влияет на пол ребенка. Я, конечно, хотела бы, я очень жду Мэй, но я, конечно, не буду на это никак влиять. Я уже настроилась, что у меня Мэй появится в последнем поколении. Уже, знаете, уже даже хочется, чтобы такое последнее заключительное поколение и была моя девчонка Мэй. А у Сайон здесь приготовился первый нектар. Это не просто первый наш сок, это первый сок из собственных овощей, да, фруктов в этом городе. И сейчас мы его попробуем. Тут как раз проснулась Аврора, она сейчас поест, и я пойду с ней на поиски соперника. Так, ну что, Сайон, как тебе? Феликс, а ты хочешь попробовать? Давай, возьми тоже, попробуй. У нас теперь Феликс готовит коктейльчики, а Сайон соки, газировочку. Идеальная, да? Идеальная парочка. И что? Опасная шипучесть? А что с моей Сайон? А что случилось с Сайон? Это что? Качество нормальное. Это же просто сок. А почему? А Феликс? И Феликс такой стал. Кто мне может объяснить, что за ерунду мы приготовили? Я думала, это соки, знаете, или какая-то газировка. Я, в общем, я больше не буду готовить никакие напитки. Напишите, пожалуйста, что с этим делать. Я удалить, что ли, этот аппарат лучше? У меня тут наступил настоящий зомби-апокалипсис. Сайон, соберись, пожалуйста. Вы посмотрите, что происходит. Сейчас ребенок-то испугается. Сайон, к ребенку-то не ходи. Все, отпустила. Ее отпустила. Напишите мне, пожалуйста, что это такое. Похоже, что соки – это заразно. Я хотела вам сказать, что прежде чем поехать на общественный участок, мы тут заехали к Кевину, а нас тут вот встречает Леонор, это дочка Рэя. Видимо, Аврора ей принесла нашего сока, и она тоже его выпила. Смешное у нее выражение лица. Так, значит, я тут постучим сейчас в дверь. Я хочу кое-что здесь проверить. И вот, я уже это вижу, я пришла вот это вот проверить. Это девушка Кевина, и у них будет малыш. Я рада за Кевина. А мы с Авророй опять третий раз за эту серию на общественном участке будем с ней ловить нашего соперника. И уже ближе к вечеру мы еще съездим к Адель, тоже навестим ее. Надеюсь, я вам не надоела с бесконечными поездками, но это такая неделя. Я стараюсь везде все успеть, все посмотреть и все сделать. Соперника мы не встретили у Авроры, но зато смотрите, сейчас я повернусь. Наша Аделька ждет малыша. Давай мы спросим ее, на каком сроке. Ваши персонажи стали все чаще и чаще появляться у нас в городе. Но я не буду здесь долго задерживаться, так как у нас скоро комендантский час, поэтому мы сейчас вот ее поздравим и поедем домой.
Они сейчас здесь тогда еще чуть-чуть пообщаются, и я поеду с Авророй домой. Но я рада, я очень рада за Кевина и за Адель. Я уже дома, время только 9 часов. Леон тут опять простоял весь день после своей работы, ждал, когда мы с Авророй вернемся. А я сейчас пойду их всех мыть. На этом хочу закончить четверг пораньше, потому что завтра у меня взрослеет Даррен и взрослеет малыш и Джун. Я хочу на них скорее посмотреть, поэтому сейчас пойду настрою генератор. Еще нужно, да, это тоже сделать. А на этом буду с вами прощаться. Встретимся с вами завтра на 2 днях рождениях. Отправляю вам всем приглашение на завтра. Вот так сразу вот врываемся на день рождения, и первым его у нас отмечает Даррен. Время только 5:30 утра, и он повзрослел. Так, и что? Сначала давайте смотрим черту характера, а потом пойдем выбирать ему жизненную цель и карьеру. Давайте. 1, 2, 3. Гурман. Персонажи счастливы, когда едят вкусную еду, и чувствуют себя неуютно, когда едят некачественную еду. Он у нас эгоцентричный, который думает только о себе, и теперь еще и гурман. Я даже не знаю, как он выживет в апокалипсисе только на рыбе. Гурманов у нас еще не было. А сейчас настало время генератора, и сначала давайте посмотрим ему жизненную цель. 1, 2, 3. Популярный шутник. Популярный шутник. Ему тогда сейчас должен достаться комик. Это будет идеальный матч. Я буду болеть за комика. Ну, не может, да, под идеального шутника не может быть ничего другого, кроме комика. Давайте 1, 2, 3. Дизайнер интерьеров. Так, а у меня написано, что есть такая карьера без аттестата, но просто дизайнер. Я тогда сейчас проверю, что это одно и то же, и к вам вернусь. Да, друзья, это он, ленинградский почтальон. Мой наследник будет дизайнером интерьеров. Так, и я выбираю популярный шутник. Он хочет рассказывать шутки и стать известным комиком. Надеюсь, общительность ему поможет в карьере дизайнера. Так, уведомление, что аттестат мы не получили. И смотрите, что у нас еще тут пришло. Нам пришло уведомление, что наш эко-след нейтральный. И вы это видите? Такого у меня никогда здесь не было. Но мы сейчас видим облака. Мы 60 серий играли с желтым грязным небом, а сейчас мы видим облака. Мне кажется, я от этого сейчас больше расплачусь, чем от закрытия карьер. Я очень рада за мою семейку, что пусть и на 5-м поколении, но они увидели ясное небо. Еще у них должна очиститься река. Это, знаете, для меня это как новая игра, потому что у нас сменился вид, сменился пейзаж. Боже мой, я честно очень-очень сильно рада. И пойдемте с Дарреном устраиваться на работу. Дизайнер интерьеров. Мы дизайнер интерьеров. Так, самое главное в работе дизайнера – знать толк в дизайне и иметь хорошие отношения с клиентами. Ну, я думаю, Даррен справится. Особенно если клиентами будут девочки, то он по-любому справится. Я, правда, в эту карьеру не играла, но я думаю, что если вдруг что, то вы мне подскажете. И мы сейчас поищем подработку и выберем то, что доступно нам, а выбор тут не особо-то и большой. И подработка такая долгая, почти на весь день. Почти на весь день нужно уезжать. Ничего себе. А когда я с девочкой пойду гулять? Сегодня. Значит, сегодня я иду с Дарреном на общественный участок и смотрим, кто там будет из девчонок. Если никого не будет, то поедем к ним в гости, потому что завтра он будет целый день на работе.
А здесь у нас звонок из школы, и Джуна отправляют из школы домой, потому что у него сейчас будет день рождения. Та-дам! Он у нас, напомню, одиночка. Кстати, я сейчас подумала, что его хорошо было бы отправить в челлендж на выживание. Ему одному было бы не одиноко. Но это так, это мои размышления. А мы смотрим черту характера. Идеализм. У таких персонажей высокие стандарты морали, они стараются не предавать свои ценности и принципы. Для них важно поступать правильно, даже если это непросто. Ого, а парень-то у нас принципиальный получается, да? У меня таких не было. Посмотрим, как он себя будет вести. Я за кадром уже выбрала ему жизненную цель, ему выпала легенда при жизни, и мне кажется, да, все сходится. Он такой сам по себе, у него свои принципы, он для себя самый лучший и самый правильно поступающий человек, а все остальные, ну, это все остальные. Не будем на них обижаться, да? И давайте его посмотрим. Так, а почему так темно? У нас же хороший теперь экослед. Вот наш младшенький. Ну что, на кого похож? Мне кажется, ни на кого не похож. Потом тогда выложу фотографии, мы с вами их сравним, и давайте посмотрим одежду. Так, я сейчас быстренько посмотрю. Мне все нравится, потому что нет копыт. Это самое главное теперь. А сейчас у меня тут Феликс нахваливает Сайон, потому что она у нас на 9 уровне, и она идет сегодня на работу, и есть шанс получить повышение. Поэтому Феликс ее похвалит, знаете, такой, придаст ей мотивации, скажет, что ты все сможешь, давай, Сайон, и провожаем ее на работу. И я даже боюсь представить, что у нас будет вторая закрытая карьера в одной серии. Я в это не верю, если честно, я в это не верю. Аврору я отправила на пробежку по нашему теперь чистому городу со свежим воздухом, с прекрасным видом. А пока она бегает, я вам хочу кое-что рассказать. Я сейчас, пока смотрела карьеру Даррена, проверила заодно все свои закрытые карьеры, не было ли в них изменений, как вот это случилось у менеджера. И знаете, что я нашла? Я нашла, что карьера Оракула разрешает заселять в наш город не только симов из галереи, как мне это запомнилось, но и уже существующие семьи. А так как Оракула у нас закрыл Тео, то получается, я могу нашего соперника спокойно заселить в наш город. Это как раз был план Б, который вы мне предложили в комментариях. Еще раз вам спасибо за это огромное, потому что, честно, я бы до этого варианта не догадалась. Но сейчас, получается, я могу это сделать. Я переживала, что если я заселю соперником наш город, я могу что-то нарушить. Но вот, я нашла подтверждение, что я могу это сделать. Вот, ура! Поэтому сегодня Аврора у нас отправится на работу, а завтра я заселю этого персонажа в наш городок и пойдем с ним знакомиться лично. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это случится. Это сейчас случится. Вершина карьеры истинного мастера. Вот, мы уже зашли, поэтому поздравляем Сайон. Там к нам пришла Адель, я отправила вот Марселе ее встретить. Она, видимо, тоже пришла поздравить Сайон. Ой, ей не нравится, как Феликс поет. Хорошо, тогда просто тебя поздравим. И вы можете в это поверить, что у нас вторая закрытая карьера в этой серии. Я тогда по традиции уже завтра расскажу вам, что открывает нам истинный мастер, потому что там очень много что открывается. А сейчас я хочу с Дарреном сходить
в спортзал, посмотреть там, есть ли кто-то из девчонок, чтобы не терять время. Но Сайон молодец, блин, я рада, я очень рада. Но сначала все мои вот парни здесь на спорте, чтобы выпустить пар. Дальше мы сейчас еще освежимся и даже почистим зубы. Вдруг мы кого-то встретим, да, там, ну, я думаю, мы кого-нибудь встретим, потому что даже если не встретим, то мы поедем к девочке в гости. Поэтому у меня Даррен сейчас вот подготовится к свиданке. Сайон, а ты герой. Я, кстати, ее уволю. Давайте я это сейчас и сделаю. И она будет вот как Феликс дома, и у нее будет миссия — это промывать Даррену мозги. Что пора жениться, что пора заводить внуков, потому что пока вот Сайон молодая еще, она поможет с их воспитанием, и она хочет попробовать воспитать идеальных младенцев. Поэтому, да, она у нас увольняется. Друзья, я сейчас очень громко смеялась, у меня аж живот заболел, потому что я вам сейчас кое-что покажу. Мы вот с Дарреном ходили в гости к этой девочке, ее дома не было, поэтому мы с ним приехали на общественный участок, и вот я встретила ее здесь. Я не могу, я сейчас вам покажу, почему я смеялась. Вы готовы? Вы готовы? Вы точно уверены, что вы готовы? Вы будете в шоке. Готовы, да? Давайте, смотрите. Раз, два, три. Та-да-да-дам! Вы это видите? Скажите мне, вы тоже это видите? Вот. Вот я, как это могло случиться? Я не знаю. Я, если честно, я когда первый раз это увидела, я вот прям реально, я упала со стула, потому что такого не может быть. Это что-то невероятное. И теперь, даже если вот у Даррена будет любовь с другой девочкой, я хочу, чтобы эта парочка была вместе. Потому что, знаете, вот он носит свои копытца только дома, в пижаме, чтобы никто, кроме семьи, его не видел, да, он еще не готов сделать, как это называется, coming out, да, а она, эта девочка, она такая смелая, что она одела их на улицу. И я думаю, что это произведет на Даррена огромное впечатление. Он, конечно же, не влюбится в нее еще больше из-за этого, но вот, знаете, как человек, он будет ей восхищен. Она будет для него таким идеалом, которая смогла сделать то, на что еще не решился он. Он будет ей гордиться, он будет ей восхищаться. То есть она для него теперь такой айдол. Поэтому на выходных я буду стараться сделать им романтику. И надеюсь, она согласится стать нашей парой. Для меня это, знаете, знак, это судьба. Поэтому вот судьба Даррена решена, и нам с ним пора домой. Пойдем, Даррен, с тобой домой. Но это невероятное. И если что, то вот, 22:49, мы успели вернуться домой без пенальти. Аврора здесь стоит после своей работы, а на этом тогда давайте заканчивать пятницу. У нас был сегодня очень насыщенный день. Я повеселилась. Субботу начинаем прекрасно, раннее утро, мы в нашей тепличке, Сайон занимается вот с огородиком, у нас здесь яркое солнечное утро, чистая земля, Сайон вон даже, смотрите, пришла сюда босиком. А я начну тогда рассказывать, что нам открыла карьера истинного мастера. Теперь персонажи могут рисовать эмоциональные картины, а в будущем можно будет писать эмоциональные книги.
Но, соответственно, рисовать картины эмоциональные мы уже можем сейчас. Книги сможем, когда кто-то закроет, я не помню, то ли автора, то ли журналиста. Но использовать эту эмоциональную атмосферу мы не сможем, пока не закроем космического рейнджера. Также нам теперь можно покупать эмоциональные зелья за бонусы, но здесь тоже скажу, что я этим пользоваться не буду, так как для меня это нереалистично, даже для апокалипсиса. Дальше нам разрешено теперь пользоваться всеми опциями при общении, которые характерны определенным чертам характера. То есть вот развеселить для веселых, делиться идеями для гениев. Теперь мы всем этим можем пользоваться. А когда Леон нам откроет ванну, нам можно будет еще пользоваться наполнителями для ванн. При занятиях йогой можно будет выбирать любые опции. Раньше можно было только выбирать заниматься йогой, а теперь там есть, по-моему, что-то упражнение на развитие умственных способностей и вот все остальное. То есть вот карьера Сайон, истинный мастер, она полностью завязана на все вот эти вот опции, которые дают смену эмоций, потому что наполнители для ванн, определенные занятия йогой, они могут привести персонажа в возбужденное, в счастливое состояние. То есть вот все это я буду тестировать, потому что раньше мне никогда это было не нужно, но сейчас любая вот эта вот эмоциональность, она очень важна для прокачки какого-нибудь навыка, поэтому буду все это изучать. Еще из важного, мы теперь можем получать дополнительную черту характера, контроль над эмоциями. Поэтому мне здесь тоже надо все изучить, как ее быстрее прокачивать детишкам. И вот в 6-м поколении, я надеюсь, Сайон будет мне вот с этим совсем помогать. Еще можно пережить моменты из прошлого в личном дневнике. Раньше этого делать было нельзя, я этого не делала. И можем купить шкатулку для воспоминаний. Теперь мы можем не принимать плохие семейные динамики, которые нам предлагает игра. Боже мой, я не запомню, я это все не запомню. Так, можно вышивать крестиком. И еще мы теперь можем выбрать еще одну хорошую черту характера для участка. Я сейчас почитаю все про них и потом скажу вам, какую я выбрала. Сейчас будет еще немного правил. У меня сегодня какой-то очень разговорный ролик получился. Прошу потерпеть. Но нужно все это сказать, чтобы, если кто-то не знает досконально правила, да, чтобы вы понимали, почему я какие-то действия делаю, а какие не делаю. Так вот, по правилам, положительные черты участку мы можем добавлять только в том количестве, сколько мы сняли испытаний. То есть я уже вот сняла вулканическую активность и грязнулю, получается, да, я сняла 2 испытания, поэтому я могу поставить 2 положительных черты участка. То есть сразу 3 я сейчас поставить не могу, пока я не сниму еще одно испытание участка, да, именно. Вот, но их можно менять, положительные черты участка можно менять раз в поколение. И вторую черту я выбрала бодрящий ветерок. С ним всем моим персонажам будет хотеться заниматься спортом, а это очень нужно нам сейчас, так как подростки будут прокачивать быстрее спорт, и они быстрее будут ходить, пойдут в школу и даже могут стать отличниками. И еще один очень важный момент, который открыла нам Сайон. Теперь мы можем избавляться от страхов. Я вам говорила, что когда Сайон закроет нам карьеру, я включу обратно страхи. Я их выключила, так как бармен мне разрешает. А так как теперь страхи мне не страшны, потому что я могу от них избавляться, поэтому я их включаю. Надеюсь, я с ними справлюсь. И как и у Адель, как у ботаника, у истинного мастера есть еще много доп. Функций, которые открываются в совокупности с другими карьерами. Но так как у нас другие карьеры еще закрыты, поэтому я даже не буду их запоминать и не буду вам о них рассказывать. Так, и напоследок я еще куплю нам кольца для вышивания. Это вот как раз то, что нам открыла Сайон. Я их сразу куплю, чтобы потом про них не забыть. Но прежде чем мы займемся вышиванием, у нас осталось важное дело – это заселить соперника в наш город.
Вот он наш соперник, он сейчас без дома в городе, поэтому я сейчас выберу, куда я его заселю. Я тут ускорила видео, потому что я там опять много болтала. И вот, я заселю его в этот дом. Там уже, получается, у нас 2 комнаты заняты и одна как раз свободная. Поэтому я его заселяю сюда, и сейчас мы с Авророй поедем его навестим. Я уже тут. Вот он наш соперник, и нам нужно с ним подружиться. Поэтому сейчас Аврора будет всячески стараться сделать ему много комплиментов, рассказывать интересные истории, веселить его, в общем, делать все, чтобы поскорее с ним подружиться и прекратить наше соперничество. И надо было заселять его одного, потому что теперь вот она общается со всеми, а не только с ним. Ой, а все, окончание соперничества на работе. К счастью других сотрудников, Аврора и Шаддам прекращают соперничество, и путь к повышению свободен. Это отличные новости, потому что после такого Аврора, несомненно, заслуживает прибавку к зарплате. Ура, 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 ура! Бежим скорее домой, обрадуем всех наших. Итак, Аврору я отправила на работу, а мальчишки теперь сами у меня ходят на фитнес. Вот, видите, мудлетик, свежий воздух в этом месте способствует занятию физическими упражнениями. Все у меня занимаются. У Иджуна уже 4-й уровень фитнеса, а у Марселя 7-й. Леон там у меня повышает навык писательства, не там, а тут. Аврора упорно работает, так что возможно даже, что за субботу и воскресенье мы с ней получим 9-й уровень. Я напишу тогда об этом в посте. Если это случится, я вам покажу. А Сайон я посадила вышивать крестиком, будет шить одежду будущим внукам. И на этом тогда я буду заканчивать эту серию, а то я уже устала говорить. Получается, что в этом эпизоде мы закрыли две карьеры. Аврора у нас сняла соперничество и тоже скоро уже закроет свою карьеру. А Даррен у нас повзрослел, и ему выпала карьера дизайнера интерьера. Я для него определилась с девочкой. В воскресенье я с ним тогда еще раз съезжу к Мадлен, и если у них все сложится, то на их общем интересе к копытцам я их поженю. Я сделаю, если сложится, то я сделаю это вот в воскресенье и покажу вам тогда. Наверное, сделаю красивый шорт с ними, да, покажу вам, и вы тогда сразу поймете, что у меня все получилось. Свадьба состоялась. И на этом тогда все. Пока-пока. Спасибо за просмотр.